Дорогие друзья, подписчики и гости моего канала, рад приветствовать вас на моем канале Food Court. Сегодня я подготовил для вас рецепт венских сосисок. Я хотел назвать этот ролик «Страдания по венским сосискам». На самом деле, перебрав десятки рецептов на YouTube, в интернете, я не нашел особой разницы между сосисками франкфуртскими, венскими, и я не нашел какого-то такого аутентичного рецепта. Я не буду вам рассказывать историю происхождения венских сосисок и как они стали франкфуртскими. Скажу одно, что принципиальная разница в этом только одна. Венские сосиски готовятся исключительно из свинины, а франкфуртские готовятся из свинины и говядины, плюс наличие холодного копчения. Вот в принципе и вся разница. Ну а я теперь начну готовить венские сосиски. Для венских сосисок я подготовил свинина нежирная, это лопатка, здесь у меня 1,5 килограмма. Грудинка свиная, жирная, где-то жирность, наверное, 40%, 1,5 килограмма. Здесь 3 килограмма мяса. Значит, 10% у меня свиной шпик, хребтовое сало и по соли. Значит, это посолочная смесь, соль только нитритная, из расчета 18 грамм на 1 килограмм мяса, нитрит натрия 0,6% содержания в этой соли. Значит, здесь у меня 1 грамм сахара на 1 килограмм мяса, аскорбат натрия, антиокислитель жира полграмма и фосфат пищевой для удержания влаги 3 грамма на килограмм. Вот это вот посолочная смесь. Значит, это у меня специи. Значит, набор специй следующий. Перебрал я десятка-полтора рецептов сосисок венских, франкфуртских. В общем-то, оригинального такого 100% аутентичного рецепта я не нашел. Но в общем целом, что объединяют все эти рецепты. Перец черный молотый 1 грамм, кардамон и мускат по полграмма, имбирь 1 грамм и паприка 2 грамма. Вот такой состав специй здесь для сосисок венских. Значит, перекручивать буду на решетке 5 мм один раз, подмораживать и затем перекручу на решетке с диаметром отверстия 3 мм. Внесу посолочную смесь специй и оставлю на 3 часа на отепление, чтобы нитритная соль сработала. Это изделие я буду готовить без предварительного посола мяса. Перекручиваю мясо первый раз на мясорубке с решеткой диаметр отверстия 5 мм. Сало я буду перекручивать на мясорубке с решеткой диаметр отверстия 3 мм. Теперь я равномерно все вымесил и переместил фарш уже с салом в зип-пакеты. Вот такие сформировал пластины ровные, толщиной примерно 1,5-2 сантиметра. И теперь я это все отправлю в морозильную камеру для того, чтобы подморозить. Прошло пару часов, смотрите. Вот таким образом теперь я буду нарезать эти пласты, для того, чтобы потом еще раз пропустить этот фарш через мясорубку уже с более мелким диаметром отверстия решетки. Вот таким образом я нарезаю пластины подмороженного фарша, для того, чтобы было более удобно пропускать его через мясоприемник мясорубки.
Второй раз я пропускаю фарш через решетку с отверстием диаметром 3 мм. Подмороженным фаршем легко работать. Именно такая двойная перекрутка подмороженного фарша позволяет получить очень хорошую, настоящую такую вот липкую консистенцию, практически как пластилин, вязкую. И третий раз я пропускаю снова фарш через мясорубку с диаметром отверстия 3 мм. Посмотрите, какая получается консистенция. Это практически готовая эмульсия. Однородная, ровная, пластичная. Все эти танцы с бубном между двойной-тройной перекруткой фарша для того, чтобы получить качественную эмульсию, происходит только потому, что у меня нет, конечно, в бытовом использовании настоящего кутера, которым пользуются на производстве. Теперь я вношу посадочную смесь. И затем я вношу специи. И посолочную смесь, и специи я вношу по частям и равномерно распределяю, перемешивая фарш руками в течение 7-10 минут. Очень важно соблюдать температурный режим при составлении эмульсионных фаршей для сосисок, сарделек, вареных колбас, потому что температура – это критический момент, нарушая который можно получить бульонно-жировой отек. Именно работая с подмороженным фаршем и вымешивая руками, конечно, приходится немножко потерпеть. Для того, чтобы вмешать жидкость, я переместил фарш в чашу планетарного миксера. И вот, используя такую вот планетарную насадку, я сейчас буду вымешивать фарш уже до состояния эмульсии, добавляя при этом ледяную воду. Ледяная вода – это крайне необходимое условие, опять же, для того, чтобы при вымешивании не повышалась температура фарша. Воду я вношу из расчета 10% от веса фарша. То есть на 1 кг фарша я вношу 100 мл воды. При этом я соблюдаю температурный режим тщательно, и добавляю пищевой фосфат, который служит для того, чтобы именно удержать и связать влагу в этой колбасной эмульсии. Посмотрите, какая получилась прекрасная эмульсия. Ровная, однородная, пластичная, вязкая. Именно вот то качество, которое можно получить при тройной перекрутке. Контроль температуры. Стандартная процедура. Температура не должна превышать 10-12 градусов. Теперь я переместил фарш в колбасный шприц, у меня вертикальный 5-литровый. И теперь я буду набивать колбасную оболочку. В качестве оболочки для венских сосисок я использую полиамидную оболочку. Вот в таком виде я получаю различные полиамидные оболочки для сосисок, сарделек, а спонсором моего канала интернет-магазина Крафтстор. В этом интернет-магазине вы найдете все необходимое для домашнего крафта. Очень большой ассортимент различных колбасных оболочек. Полиамидные оболочки очень качественные, различных диаметров. И сегодня я буду использовать оболочку диаметром 19 мм. Ссылку на интернет-магазин Крафтстор я оставлю в описании под этим видео. И также вы можете воспользоваться QR-кодом, который вы видите в левом верхнем углу этого видео. Делая заказы в интернет-магазине Крафтстор, вы можете получить 3% скидки на все ваши заказы, независимо от суммы и ассортимента, воспользовавшись специальным промокодом. При оформлении заказа в специальном поле промокод вы просто вводите английскими буквами слово Food Court и получаете 3% скидки на все ваши заказы, на любой ассортимент, на любую сумму.
По классическому рецепту же, конечно, для венской колбасы необходима натуральная баранья черева. Но, к сожалению, она у меня отсутствует, поэтому я буду использовать полиамидную оболочку диаметром 19 миллиметров. Это очень прочная оболочка, с ней очень удобно работать. Она не требует никакой специальной подготовки. В конце я оставляю вот такой вот хвостик, примерно 10 сантиметров. Он мне потом потребуется для перевязки. Полиамидная оболочка очень крепкая, прочная, поэтому я набиваю достаточно плотно. Вот таким образом я набил всю колбасную балочку. Где-то у меня отрезки по 2 метра в среднем. Ну а теперь я приступаю к перевязке. Вязать я буду троечкой, так называемым бананчиком. Посмотрите внимательно, я сейчас в таком медленном режиме покажу вам, каким образом можно очень удобно, без колбасного шпагата, перевязать достаточно большое количество венских сосисок. Вот таким образом хвостиком я фиксирую первые две сосиски и определяю размер, примерно 20 сантиметров. Потом я пропускаю оболочку через петлю и формирую следующие две сосиски. Вот в этом месте я передавливаю и перекручиваю. Таким образом у меня появляется еще одна петля. Снова я протаскиваю оболочку с фаршем дальше. Снова формирую две новых сосиски, вот так продергиваю. И снова формирую новую петлю из двух сосисок. Если вы потренируетесь несколько раз, у вас будет все это замечательно получаться. Такой способ перевязки сосисок позволяет получать очень плотную набивку. И структура этого сосисочного фарша будет очень такая плотная, не рыхлая. И вот в завершении я формирую крайнюю петлю. И крайних две сосиски я перекручиваю и фиксирую уже вторым хвостиком. Давайте я еще раз покажу в таком же ускоренном режиме. Я думаю, тут все просто и понятно. Просто формируется петля из двух сосисок, продергивается сквозь нее оболочка с фаршем, формируется новая петля, перекручивается. И вот таким образом в одном звене получается 3 сосиски примерно одинакового размера. И крайним хвостиком мы фиксируем всю эту связку. Вот такая красота, быстро и просто. Теперь я оставлю на пару часов сосиски при комнатной температуре оттеплиться. В принципе, можно их оттеплить и в духовом шкафу при температуре 40 градусов, буквально там за 20 минут. И после оттепления я буду проводить тепловую обработку, варку венских сосисок в су-вид. Их можно просто приготовить в воде при температуре 80 градусов, замеряя температуру внутри изделия термометром, температура готовности 68-70 градусов.
Я выставил на ротационном кипятильнике температуру 68 градусов. Время поставил 1 час. Этого будет вполне достаточно, чтобы венские сосиски в полиамидной оболочке диаметром 19 мм были готовы. Вот такой ледяной воде после тепловой обработки я провожу этап душевания. Необходимо резко сбросить температуру ниже 35 градусов. Для этого хватит 20-25 минут и отправляю в холодильник на стабилизацию до утра на 12 часов. Итак, друзья, венские сосиски провели ночь в холодильнике, они стабилизировались. Вот так прекрасно они выглядят. Ну и теперь мы проведем дегустацию. Их можно есть в холодном виде, они абсолютно готовые. Но для того, чтобы раскрылся вкус, я заливаю их на пару минут кипятком. Ничего другого делать с ними не надо. Ну что, проведем вскрытие. В разрезе упругие. Смотрите, какой ровный, плотный получился срез. Сосиски мягкие, упругие. Это настоящие домашние венские сосиски. Они из мяса. Оболочка прекрасно снимается. Вообще полиамидные оболочки, они очень хороши и удобны в работе. Цвет такой светло-розовый, приятный. Ну а теперь попробуем на вкусовые качества. Отличный такой упругий фарш. Очень хорошо раскрылись специи. Сосиски сочные. С набором специй я точно угадал. Сосиски венские удались на славу. Друзья, если вам понравился этот рецепт венских сосисок, не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Food Court. Не забудьте нажать на колокольчик, оставайтесь со мной на канале. Вас ждут много вкусных и интересных рецептов. До новых встреч, дорогие друзья!